я возобновляю серию интервью с интересными людьми, с интересными авторами. И сегодня герой этого видео Елена Аплаканская. Я думаю, что в этот раз, я вижу, у нас уже будет все хорошо, потому что первый раз записали, и была неудачная связь, и была некачественная картинка. Вот, и теперь мы повторный дубль. Вот. Отлично. Елена Аплаканская мой собеседник, замечательный автор, очень популярный. Елен, давайте начнем с самого начала, откатимся. Как давно вы занимаетесь куклами? Расскажите, пожалуйста, свой творческий путь. Ну, куклами, конечно, я занимаюсь вот четко, конкретно авторской, художественной куклой где-то около 18 лет. А вообще, конечно, все мы с детства рисовали куколок, что-то там одевали, одежки шили. А 18 лет то занимаюсь куклой и начала заниматься в Праге. Мы были в Праге и увидела там марионеток. Захотелось тоже сделать такую же куклу, ну не такую же, похожую. И я решила, почему бы и нет, почему бы мне самой это не сделать. В то время, когда еще было раньше, интернета еще почти не было, но я закачала книги через интернет на английском языке. И по этим книгам научилась, вот технологию изучила, где-то вот как скульптуру делать, именно кукольную, потому что она отличается от стандартной скульптуры. И вот с того времени начала делать кукол. Первые куклы были ужасные, я их, конечно, выбросила. Это было несколько кукол, которые мне не понравились, они были неудачные. А потом я начала работать уже с куклой. Почему? Потому что пошли заказы. И заказы были первые у меня на портретные куклы. Портретные куклы это заказывали, например, сделать какого-то там знакомого мужчину. Видит, я создавала образы. Это был Петр I, это был барон, это был царевич. И вот эти вот портретные куклы, и королевы какие-то были. И вот с портретных кукол я начала именно как работать. То есть уже кукла была как работа профессиональная. Понимаете? А потом уже начались выставки. Это был примерно 2010 год, это был Манеж. Самая первая международная выставка такого масштаба огромного, это был Манеж, 2010 год. И вот с того времени я уже начала участвовать в выставках, уже как со своими проектами. Вот, и в каждой выставке я готовила проект. Проект – это коллекция кукол на одну тему какую-то, да. То есть, в принципе, я и сейчас-то работаю с куклами, как вот коллекциями. То есть, не одну куколку делаю, а коллекцию, ну, небольшая, конечно, коллекция на одну тему. Ну, например, это театр, вот тот же, цирковая тема, готическая. А вообще мои куклы, они делятся на кукол для выставок. Это вот куклы отдельная тема. Потом куклы по заказу, на заказ, потому что я работаю на заказ с галереями и с частными коллекционерами, которые заказывают кукол прямо коллекциями. Например, «Алиса в стране чудес». Я делала одному коллекционеру прямо вот всех кукол на одну тему. И также он заказывает еще другие темы по фильмам. И вот, то есть я делаю кукол на заказ, это вот вторая история. А третья история – это мои куклы по вдохновению, которые я делаю, даже экспериментирую с какими-то новыми материалами, куклы по вдохновению. То есть когда вот художник вот что-то придумал, то есть что я придумала, то я и делаю. То есть вот эти вот мои работы делятся на 3 темы. Для выставок одна тема, по заказу, и куклы чисто по вдохновению, как вот я пожелаю. Вот я сейчас слушаю, вы очень грамотно делите свои работы, 3 направления работ, потому что это называется не складывать яйца в одну корзину. Вообще вот на самом деле вот это очень хороший пример для художников, которые вот нас будут слушать, будут смотреть. И многие спрашивают, где секрет, да, где вот это вот, кстати, вот то, что вы сейчас проговорили, возможно, вы это сделали не
Да, да, автоматически, не думая. Но вы делали очень правильно. То есть вы Мгм. разделили три направления работ: Да, для да. выставки, Мгм. коллекция под заказ и эксперименты. Это, Да, это, очень, да. это очень круто. Это вот, кстати, вот к теме о Мгм. продажах. Вот, Мгм. вот это вот нужно обязательно, дорогие друзья, возьмите вот это вот на заметку, потому что это очень правильный Мгм. прием. Скажите, пожалуйста, вот Мгм. то, что вы когда из того, что вы делаете не на заказ, пардон, для экспериментов, эксперименты, как часто они выстреливают? Вот, они потом, вы их показываете где-то, эти эксперименты? Как они вообще потом находят жизнь? Мгм. Ну, если эксперимент не удался, например, технологически, да, ну, технология там какая-то не пошла у меня, конечно же, я эту куклу не показываю, не выставляю. Она у меня, может быть, сидит вот и ждет, может быть, переделки. Да. А вообще, ну, эксперименты – это выбор новой темы, понимаете? То есть выбор новой темы, например, не характерной для меня. Ну, я даже не знаю, какой-то взять пример. Ну, например, сказочные персонажи, да, вот, выбор темы. А технологически это я использую новые материалы какие-то, то есть добавляю новый материал или новые крепления какие-то, да, в кукле. То есть, в принципе, это взгляду и не видно, потому что это все внутренняя технология, да. Это эксперименты, скорее всего, для меня, это технические. А уже выбор темы, то да, я эти кукол представляю, показываю, и они также пользуются популярностью тоже, да, разбираются, потому что темы я, в общем-то, выбираю такие, которые, ну, нравятся, наверное, всем, многим. Вот так вот. Вот так. То есть Эксперимент. какие темы вы обычно выбираете? Ну, мои любимые темы – это, сейчас скажу, куклы в стиле Прованс, в стиле Боха, да, вот такие. Сказочные персонажи известных сказок. Ну, тот же, например, Пиноккио. Кстати говоря, вот один Пиноккио у меня живет, потому что я его создавала в коллаборации совместно с художником, с итальянским художником. И этот художник, мы выбирали его иллюстрацию, чтобы я по его иллюстрации сделала себе вот такого, ну, себе, вообще вот такого вот Пиноккио. И этот Пиноккио живет у меня, я его себе оставила, он не продается. Вот это вот к теме персонажей сказочных. И он будет у меня передан по наследству моим внукам. То есть у меня куклы не живут дома. А вот этого одного Пиноккио я себе оставила, и вот он будет радовать моих внуков. Будем передавать по наследству. То есть вот такая тема. Потом тема, как же, театр и цирк. Это вот такая тоже моя любимая тематика в кукольных моих работах. Ну, наверное, пока все. То есть предстоящая выставка Муникарт вот с этой темой за кулисами как раз вот ровно в точку, да, попадает? Вообще, надо обязательно приехать к вам на выставку. Обязательно. Это все прямо вот моя тема, да? Да, точное попадание. Кстати, когда Точно. мы с Элизой опять же разговаривали, я так уже назад, Мгм. и они, оказывается, тоже, девочки, итальянские мастера, они делают серию, прям они собрались и делают каждый мастер как раз вот какую-то работу, связанную с театром, то есть с театром и с оперой. То есть прям вот такой проект большой, красивый, поэтому должно быть очень-очень Шикарно. интересно. Елена, Будет прямо круто. какую тему вы не возьмете никогда? Что вот вам вот даже в качестве эксперимента? Какую тему я не возьму? Я думаю, что это тема каких-то вот ужастиков, да? То есть вот таких кукол, которые, ну, отталкивающих, да? Просто это для меня не свойственно, для моего характера, для моего эмоционального выражения, понимаете? То есть каждый художник, он выбирает немножечко тему и кукол делает вот как он сам. Правильно же? Он как бы, какой есть сам человек, он так
ну, я бы не сказала, что, конечно, ужастиков делают ужасные художники. Ну, то есть я бы не выбрала эту тему чисто для себя. Хотя вот у меня был заказ, я делала, сейчас скажу, делала 2 кукол по фильму Тима Бёртона, это «Труп невесты». Да. Вот известный вот этот фильм, это просто был заказ, и я сделала кукол из этого фильма, ну, они же там немножечко как-то ужастики, да, но я сделала их все равно по-своему, и они показались очень добрыми, милыми, и не страшными, и не ужасными. То есть, конечно, можно взять эту тему, но я ее переделаю под себя, и будут куклы в моем стиле, все равно в моем стиле. Хотя получается тематика, да, тематика вот такая вот, ну как это, Тим Бёртон, он же какую тему выбирает. Да. Ну вот, то есть я могу взять эту тему, да, кстати говоря, готика мне тоже нравится, я очень люблю и готических кукол, и стиль этой эпохи, и у меня много было, кстати говоря, таких кукол, но они все сделаны в моем стиле, они все милые, добрые, хотя образы у них готические. Вот. А как вы охарактеризуете тот стиль, в котором вы работаете? О, как же это охарактеризовать этот стиль? Это, видимо, стиль винтажный, такой немножечко мои куклы состаренные, такие с историей, немножечко потертые, и у каждой куклы, у каждой есть история своя, такая винтажная. И стиль. Даже не знаю, как и назвать этот стиль. Я так думаю, что просто винтажный. А сами куклы, они все сказочные. Сказочные, такие волшебные, которые несут в дом тепло, уют, красоту, доброту. То есть вот такие вот куклы. То есть они сказочные и волшебные. Волшебные, которые людям помогают дома создать атмосферу такую же волшебную. Вот так. А вы когда-нибудь пробовали, может быть, в своем становлении как автор делать натуралистичные куклы? Или это вас не привлекает никак? Вот смотрите, начинала я свою работу, конечно же, вот с реалистичных кукол, потому что это были портретные куклы. Да. Но они все равно были стилизованы, в образы кукольные, немножечко мультяшные. Получается, что нет, мне не нравится реализм в кукле, потому что мне кажется, что реализм это вот как в музее Мадам Тюссо, вот приходишь, и там вот эти вот все куклы, такие вот восковые, они же тоже куклы, да. Восковые, вот они реалистичные, ну, нет, то есть для меня реализм не подходит, потому что мне нравится все-таки эта стилизация, немножечко мультяшности. Но, кстати говоря, стилизация не так... Вот если кто-то делает реалистичных кукол, да, или в той же живописи занимается реализмом, то этому художнику не так-то просто перейти на стилизацию. Понимаете, вот как интересно все происходит. То есть, если художник привык к реализму, то стилизовать работу, куклу, живопись там какую-то, ему немножечко сложнее, нужно перестраиваться. Вот так вот. То есть нет, я в реализм не уйду. То есть вы комфортнее себя чувствуете вот в мире сказочном, выдуманном? Да, в мире сказочном, в котором как художник ухожу в этот мир сказочный и вот живу в этом кукольном мире. А вы знаете, может быть, кто повлиял на вот и каким образом вот к этому пришли? Потому что если вы начинали от реалистичных кукол, то есть вот каким образом вот этот вот путь, он сформировался вот именно здесь, в этой точке? Что именно повлияло или кто? Вы знаете, когда я начинала работать, это вот было давно, и мне больше всего в то время нравились куклы Марины Бычковой. Вот шарнирные куклы Марины Бычковой. Меня тогда это цепляло, ее в куклах выражение лиц, вот эти глаза. Вот они меня прям так цепляли, вот эти глаза. И, конечно же, костюмы.
То есть я думаю, что вот это вот работы Марины Бычковой на меня вот повлияли в первую очередь, это в начале моего пути. А потом уже как-то так сформировалось, что тоже захотела вот таких же кукол эмоциональных. То есть, видимо, меня в куклах Марины Бычковой зацепила эмоциональность, понимаете? Да. Вот эти эмоции, вот эти глаза, вот это вот, не знаю, какая-то вот эмоция. Не то, что они грустные, они у нее романтичные, понимаете, загадочные какие-то, таинственные. Вот это вот меня зацепило. А потом, конечно, дальше мне много авторов стало нравиться. Кстати говоря, просто потом авторы стали больше и больше появляться. Вот тогда уже куклы выросли в искусство. Не сразу же она у нас превратилась, кукла не сразу превратилась в искусство, правильно же? Ну, в нас. Как-то постепенно все это шло. Ну да, и вот так вот. А не было соблазна, глядя на Марину Бычкову, сделать шарнирную куклу? Нет, вот как-то к шарнирной кукле, вот ни разу я не создавала шарнирную куклу, почему-то никогда не приходила к этой мысли даже. Не знаю почему. Не знаю, может быть когда-то есть еще время. Нет, шарнирную куклу. Художники так очень четко делятся на тех, кто делает шарнирку, и кто вот даже в ту сторону даже смотреть не хочет. То есть вот нет. Да, вот пока я даже не смотрю в ту сторону. То, что куклы нравятся очень многих авторов, вот эти вот шарнирные куклы, но сама я не могу к ним прийти пока что. Не знаю, нету решения такого, нету плана. Кто самый главный критик ваших работ? Ну, это я, конечно. Конечно же, самый главный критик – это я, потому что если мне не нравится работа, я ее просто не делаю. Начинаю переделывать, и со временем, вот, кстати говоря, когда я куклу сделаю, она у меня должна немножечко как бы посидеть, пожить, а только потом я ее выставляю на обозрение. Почему? Потому что в это время я немножечко присматриваюсь к ней, вот эта вот замыленность взгляда проходит, и я могу найти какие-то ошибки по истечении, ну, там, может быть, недели, не надо много ей сидеть дома, у меня долго, а по истечении недели я новым взглядом смотрю на работу, может быть, какие-то ошибки, может быть, как-то шляпку поменять, понимаете, может быть, какую-то деталь добавить, вот это, то есть это вот может быть какой-то даже маленький такой секретик, что пусть немножечко кукла дома посидит, на нее посмотреть через какое-то время со стороны и заметить какие-то недостатки. Немножечко доделать, переделать, и кукла готова. Вот так вот. Знаете, я когда только начинала заниматься куклами, вообще чем-то какой-то общественной деятельностью, потому что я считаю, что все-таки воссоздание выставки – это общественная деятельность. Мне казалось, что люди, которые добиваются каких-то результатов, которые на виду всегда, должны пользоваться несомненным авторитетом, то есть что их никто не критикует, что их никто не хейтит. И потом со временем я поняла, что все с точностью да, наоборот, потому что чем выше ты забираешься, чем большим успехом ты пользуешься, чем успехом я имею в виду даже не столько успешный успех, да, но внимание, да, то есть как ты привлекаешь, тем больше появляется у тебя хейтеров. То есть вот хочешь, не хочешь. То есть если, я думаю, что если у кого-то из известных все. Чем больше у вас хейтеров, я думаю, тем больше, тем несомнение тот факт, что вы представляете явно какой-то, значит, интерес, что вы беспокоите чье-то воображение. Вот. И поскольку вы мастер известный, популярный, вот я хочу спросить у вас, как вы относитесь к вашим хейтерам? То есть вот наверняка они у вас есть. Вот если вы скажете, что у вас их нет, я, простите, не поверю. Ну, есть, конечно, и знаете, самые главные хейтеры, это которые говорят, что почему у вас такие куклы грустные, почему они... Вот это вот основная такая вот мысль,
моих хейтеров, почему такие куклы грустные, почему у них такие глаза, что у них случилось, что за беда какая-то, что за трагедия. Почему-то видят грусть моей куклы, даже если она улыбается до ушей. Понимаете, это раз. Во-вторых, там писали мне, почему ваши куклы с такими, тоже опять-таки заплаканными глазами, почему у них такие отеки под глазами, почему дети у вас такие несчастные, ну, куклы-дети у вас такие несчастные. И вот это вот они пишут, может быть, что-то еще писали, не помню. Но я отвечаю очень просто мои куклы имеют эмоции, и эти эмоции цепляют людей, понимаете? Если бы кукла была бы какая-то вот деревянная, в смысле деревянная, с деревянным таким лицом, без эмоций, без какого-то выражения, то бы она никого не трогала, и все бы проходили мимо, понимаете? А тут кукла с эмоциями, с каким-то характером, она цепляет человека, цепляет взгляд, цепляет даже не просто того человека, который увлекается куклами или коллекционер, а просто вот постороннего. Раз это зацепило, значит, кукла имеет эмоции, значит, кукла живая, значит, кукла нравится. Не обязательно, что вот он написал, и ему там не понравилось. Может быть, в душе где-то что-то и зацепило человека, он просто не может понять свое мнение, что... Да, понимаете? То есть вот это вот хейтеры. Потом еще писали, я там написала короткий рецепт, например, папье-маше, да, и мне пишут, а где же рецепт, где подробности, где вот эта вот пошаговая подробность, как же создать этот материал и создать изделие, вещь из этого материала. То есть пишут, ну, а я написала, что ну хорошо, что вы досмотрели до конца видео, но у меня не было задачи писать рецепты и мастер-класс вот прямо вот в этом коротком ролике по Инстаграм, в Инстаграм, понимаете. То есть, ну, вот такие вот, особо не... То есть то, что вы сейчас вот перечисляете, да, то есть, ну, сталкиваются абсолютно все, я так понимаю, что вам просто очень исключительно повезло, потому что вот с хейт вы, видимо, еще не столкнулись. Вам повезло, что может... хейт прям вот аж до травли доходит, и очень жесткий бывает. Это вот... А что же может быть, а что можно художнику написать вот такого страшного и вот напугать его? Мне кажется... Все что угодно. Просто я знаю, что люди сталкиваются с реальной травлей, причем это бывает очень таких масштабах, и люди часто присоединяются к этой травле, потому что им кажется, что ну, они имеют право. То есть то, что мы не можем сказать вот так вот в лицо, в интернете я могу написать все, что угодно, потому что это не наказуемо. Это художникам, да? Это художникам имеет? Это художникам. Это очень частая история. И да, ну, знаете, в эту тему можно... Очень осторожно всегда. Если какая-то... Я вижу, напрашивается кто-то на критику, видеть очень легко. Художника легко видеть. Дело в том, что, возможно, могут писать тем, у кого работы, какие-то копии, на куклы, на кого-то, на чьих-то кукол похожие, понимаете? Может быть такое. Но мне пока такого не писали, потому что мои куклы, наверное, ни на кого не похожи, ни на что не похожи. Определенный есть стиль, свой стиль, который я выработала со временем, конечно, он не сразу появился, это понятно. А с другой стороны, я не пишу какие-то провокационные посты для того, чтобы набрать специально комментариев, понимаете? То есть можно же специально какой-то сделать пост провокационный, можно. Вот да. его, специально, чтобы его набрать. Делаешь, чтобы собрать как можно больше комментариев. Да. Ну, нет смысла, я не вижу смысла и не вижу таких... Нету времени этим заниматься, писать. Вот. А я думаю, что могут писать вот такие вот замечания, комментарии. Это по тому поводу, что у кого-то кукла копия чья-то, понимаете? Вот здесь можно, конечно, писать все что угодно, понятное дело. А как вы оцениваете себя, свое место в мире авторских кукол? Ну, думаю, что я не сразу, конечно, но постепенно заняла свое место.
в этом кукольном мире. Мои куклы, они имеют свой стиль, свое лицо, то есть они уже узнаваемы. И в кукольном мире много количества, по всему миру, конечно, куклы мои живут. И мне это очень приятно, потому что они приносят людям радость во всех уголках нашего мира. И мне это даже как-то самой приносит радость, удовлетворение, потому что я знаю, что я не зря их делаю, кукол, потому что они оставят свой след, оставляют свой след в искусстве, вообще в жизни. И у людей они живут дома, и мне нравится, что моя какая-то частица души вот живет во многих домах. Вот. И думаю, что мне нравится, что мои куклы вот на такой уровень вышли, на хороший уровень и узнаваемые. Вот еще самое главное, что они узнаваемые. И очень многие и в галереях они участвуют, и в выставках участвуют. И те коллекционеры, которые покупают мои работы, они делают выставки в своей стране, кукольная выставка совместно с картинами, с художественными. Да? И вот эти вот очень многие, у меня есть много примеров, эти коллекционеры выставляют и мои кукол в своей стране, в каких-то арт-галереях. Вот это тоже приятно, потому что это тоже уровень. Вот. Да. И после того, как вы стали бабушкой, ваш стиль поменялся или нет? Думаю, что нет. Нет? Нет, не поменялся. Все так же делаю милых куколок, все так же создаю. Нет, не поменялся. Опять-таки, может быть, тема могла бы поменяться, но нет, тоже и темы не поменялись. Нет, все осталось на прежде. А есть желание, или, может быть, делали вы кукол игровых? То есть не коллекционных, а игровых для внуков? Опять же, вот смотрите, мои куклы делятся тоже на несколько вариантов, да. Есть большие стационарные куклы, около 60 сантиметров. Это стационарная большая, я так считаю, для меня она такая большая. Стационарная кукла, она как малая скульптура идет. Малая скульптура, она, конечно, не игровая, она как декор для интерьера. Чисто как декор для интерьера, она таким акцентным, может быть, акцентной деталью в интерьере. Это вот стационарная кукла на подставке. Есть куклы у меня такие вот мягкие, интерьерные, с подвижными руками, ногами. Они полуигровые, можно с ними, в общем-то, и как играть, можно и даже переодевать. То есть это, можно сказать, что игровая кукла, но не шарнирная, конечно. Вот. А есть такие маленькие куколки, которые я создаю специально для того, чтобы их можно было брать в путешествие, посадить в сумочку, в сумку, и они, не занимая много места, они путешествуют. Ой, вот эту тему очень люблю. Отличная тема. Знаете, чтобы не себя снимать во всех ракурсах, а посадил куколку маленькую и снял себе красивое место в путешествии, понимаете? А эта куколка, она даже создает историю, понимаете? Историю путешествия, историю связи со своей мамой, со своей мамой. То есть вот это вот замечательная тоже вот идея, что вот такая маленькая, она, можно сказать, игровая. Вот такая вот маленькая кукла в путешествии, она, можно сказать, игровая. Вот три вида у меня кукол получается. Стационарная, это как малая скульптура идет, она потом с подвижными руками, ногами, это будет, может быть, как ее назвать-то даже, интерьерная, полуигровая, да? Будуарная. И маленькая полусувенирная куколка, которая путешествует, которая, может быть, где-то с тобой ходит в кафе, где-то на прогулку какую-то, какие-то
Вот тоже, дорогие друзья, вот вам еще раз, вот, я просто собираю лайфхаки, знаете, акцентирую для авторов, которые, может быть, это слышат, но не делают выводы правильные. И я так, пунктик, внимание, вот это. То есть я, наверное, так и буду делать теперь вот в интервью, да. Обратите внимание, это хороший момент, возьмите себе на вооружение, вот это важно. Вот это еще раз вот такой важный момент. Елена, а что делать, если заказчик не отказывается от работы, то есть как бы ту, которую он заказал, либо возвращает ее? Были ли у вас такие случаи? В принципе, нет. Значит, таких случаев у меня очень мало. Был только единственный страшный случай. Я сейчас расскажу эту страшную историю. Одна девушка заказала три портретные куклы. Себя, маленькую девочку, свою дочку и мужа. Она заказала это все, 3 куклы в одной композиции, по одной теме. Она заказала это все, видимо, не сказав мужу. И когда я сделала этих 3 кукол, целая композиция, они были взаимосвязаны одной темой, естественно, на почти что одной подставке там шли. И когда я привезла этих кукол, ну, лично я их отдавала, то муж сказал, что мы не берем их. Муж отказался. И вот они отказались от этих 3 кукол. А что мне с ними делать? Там их целых 3. Да. Маленький ребенок, девушка красивая, она в виде такой принцессы была. Ну и муж барон, там вот в таком стиле я сделала. Это было одни из первых были кукол. Ну и мне их пришлось продать, и всех в отдельности. То есть, получается, я доработала маленькую девочку, она пошла в какой-то другой композиции, мама-принцесса пошла самостоятельная, как кукла, ну и папа. То есть я, получается, этих кукол разделила. Ну да, конечно, я их продала, что же мне с ними было делать? Ну, да. От них отказались, да. То есть вот такая была страшная история. Вот. А как вот, как работать вот в таком случае, как правильно работать с заказами, чтобы не сталкиваться вот с такими вот историями? Угу. Ну, знаете, очень большой опыт работы с заказами, вот я думаю, что есть опыт негативный. Да, могут быть такие негативные. Ну, смотрите, это куклы были портретные, а если делается заказ обычной куклы, в каком-то обычном стиле, там, в стиле Прованс, то она потом, если заказчику она не подошла по настроению, вот он не увидел себя в этой кукле, ну не знаю, вот не подошла, да, бывает такое. А я не беру предварительной оплаты. То есть, если кукла не понравилась, она у меня потом все равно уходит. Понимаете? Ну, она, если не портретная, сейчас я портретные куклы не делаю. Вот после такого вот опыта, да, не очень приятного, я портретных кукол вообще не делаю, не беру такие заказы. А обычная куколка по стандартной теме, персонаж сказочный, персонаж вот какой-то такой обычный, жизненный, она потом все равно найдет свой дом, если даже заказчик отказался. Ну, таких у меня мало, может быть, 2-3 отказа, это совсем мало. Я считаю, что... Ну, то есть вы к этому относитесь, хоть и неприятно, но спокойно довольно, нет? А я к этому отношусь совершенно спокойно, мне даже не неприятно, потому что я знаю, что кукла все равно найдет свой дом, свое место. То есть вот как-то так. Поэтому я и не беру предзаказ, не предзаказ, а предварительную оплату, понимаете? Вот. То есть я вот так вот, я так работаю. Елена, ваш секрет, скажите, пожалуйста, потому что вот то, что мне говорит, у вас практически, смотрите, при вашей абсолютно несомненной успешности как автора, у вас практически нет хейтеров. Это вообще то, что вы перечислили, это не хейтеры. Вот. У вас практически за 18-летнюю историю 2 отказа, это даже это вообще ничто. В чем ваш секрет? Как вы считаете? Я даже не знаю, в чем секрет. Вот я когда даже не задумывалась, но реально, да, отказов, ну, может быть, 2-3 было. Это так. В чем же секрет?
Может быть, и в эмоциях кукол? Может быть, вот те хейтеры, которые как раз писали мне за то, что у них грустные глаза, у них грустное какое-то состояние печальное. Может быть, это, хотя мои куклы не все такие совершенно. И, кстати, я человек эмоционально вот такой вот радостный. То есть, и, кстати говоря, я своих кукол делаю только в хорошем настроении. То есть, если у меня нет вдохновения, если немножечко какое-то есть выгорание, да, вот может быть такое у художника, может, я отвлекаюсь, мне приходится отвлекаться, то есть я еду в путешествие, сменяю обстановку, путешествую, или занимаюсь каким-то другим творчеством, это, например, могу порисовать, могу сделать, например, вазу из папье-маше, то есть отвлекаюсь. И поэтому, когда я возвращаюсь к куклам, я их делаю только в хорошем настроении. Только в хорошем. Никогда нельзя, чтобы на душе были какие-то тяжелые мысли. Это ни в коем случае. Иначе это все передается в куклу. Может быть, в этом секрет. То есть никогда с тяжелыми мыслями, эмоциями или думами, раздумьями нельзя заниматься куклой. Понимаете? Это все перекладывается в нее. И поэтому мои куклы, они всегда, вот когда их берешь в руки, они всегда несут хорошую положительную энергетику, понимаете? Даже если она немножечко печальная, но не печальная, а романтичная, это не тяжелая грусть, это не тяжелые думы, да? Это просто романтическая такая вот романтика в глазах. И куклы несут только положительную энергетику, и, может быть, в этом и секрет. В хорошем настроении в моем. То есть вы упомянули про выгорание, то есть термин выгорание, то есть вы понимаете, что это такое, да, когда вот устаешь, то есть, потому что я очень часто слышу, я задавала вопрос про выгорание многим авторам, и большинство мне говорят, что они с этим не сталкивались, то есть как бы в работе с куклами, то есть это можно столкнуться с любой другой работой, но не с творческой. То есть вы говорите, что у вас такое может, да, посещать? Может, но это, знаете, это не само выгорание, это как бы немножечко пропадание настроения, да, вот именно на эту работу. Дело в том, что как раз куклы-то меня и спасают, наоборот, то есть занятие куклой отвлекает от всего, от внешнего мира, и мы, художники, уходим вот в этот свой маленький мир с добрыми существами, то есть наоборот. А не то, чтобы прям вот, выгорание, а просто ушло настроение. И это вдохновение нужно где-то взять и пополнить вдохновение для новой работы. Ну и все равно же нам нужно отвлекаться немножечко, выходить из своего этого мира, из своей мастерской, и выходить, отвлекаться, получать вдохновение, и опять-таки это вдохновение вкладывать в работу, в куклу. Да, то есть менять обстановку нужно всегда. Всегда, я думаю, что каждому художнику это нужно. Есть у вас какая-то история, которую вы точно знаете, что вы не забудете, что она вот как бы с куклой связанная, которая стоит особняком, какая-то, очень либо странная, либо очень такая, очень необычная, либо специфичная, что-то вот, что вы не забудете никогда? Так сразу сейчас я и не вспомню. Вообще у каждой моей куклы есть своя история. И я, когда эти куклы уезжают в новый дом, улетают, то я, в принципе, очень многих авторов знаю, где эти куклы живут. И вот этих вот, не авторов оговорилась, коллекционеров я этих знаю, да. Очень многие знаю, где куклы мои живут, очень многих кукол знаю, где они живут. И как-то я общаюсь с этими коллекционерами часто, и они мне высылают фотографии по истечении какого-то времени, фотографию моей куклы высылают. Эта кукла может быть в каком-то путешествии или в обстановке в какой-то, то есть вот так вот. Или из галереи даже, вот когда я говорила, что куклы участвуют и в выставках. А так вот, чтобы вспомнить какую-то историю, нет, кроме вот той, которая заказывали портретных кукол, семья. Да. Трое кукол. Вот. А
такой вот истории пока не вспомню. Вспомню, скажу. А вы создаете какую-то легенду для куклы? То есть вот я почему это все спрашиваю? По опыту я вижу, что кукла просто кукла сама по себе, она и кукла, у которой такая же кукла, да, и у куклы, у которой есть какая-то легенда, для нее придуманная, вот кукла с легендой, она будет пользоваться большей популярностью, чем кукла вот просто без истории какой-то. Вы придумываете специально что-то такое или нет? Или они как-то сами потом подтягиваются из космоса? Ну, смотрите, когда я создаю коллекцию для выставки, там, конечно же, для целой коллекции создается целая история, целая легенда, целый прямо какой-то роман, да, для всех персонажей этой выставки. Для того, чтобы подбирается тема кукольная, подбираются персонажи, один главный персонаж центральный, и вокруг этого персонажа выстраивается история с его друзьями. То есть вот это получается история сочиняется, да, уже. Для этой коллекции выбирается определенная цветовая гамма и определенный период времени. Ну, например, это будет стимпанк, да, вот в стиле стимпанк куклы, или в стиле готики в той же, да, то есть вот из этого следует потом история. И так вот формируется легенда, сказка, история для коллекции, это для выставки, да. А если я беру одну куклу, создаю, ну, в принципе, я и не создаю по одной кукле, я создаю вот сейчас я работаю над темой тоже, вот театр-цирк, да, вот как и вы выбрали тему для выставки, я сейчас работаю над этой темой, и для этих моих всех кукол, они хоть и отдельно все делаются, не для выставки, а просто как отдельно, вот там на заднем плане куколка сидит, если ее видно, да, то для них история тоже общая, не для каждой куклы легенда. А мне кажется, что коллекционер, который покупает куклу, да, он сам потом придумывает историю для этой выбранной им куклы, да, вот. То есть я придумываю общую историю для общей коллекции, для всех персонажей, а коллекционер, когда выбирает себе куколку из этой коллекции или из какой-то другой, он сам себе придумывает историю, эта история формируется у него уже дома с этой куклой, понимаете, вот так вот. Вот так вот. Так делаю. А вы специально делаете какие-то, может быть, я так понимаю, что у вас у кукол мягкие тела, да, набивные? Да, если она интерьерная, да, мягкие. Что-то внутрь, какие-нибудь секретики. Это очень часто, я знаю, что, допустим, та же Тина Васа, она все время что-то кладет и говорит, вот, это там вот либо камешек, либо там у него сердечко есть, там, там, вот там с желанием, там, на удачу, там еще что-то, в общем, вот какую-то, так вот замануху мелкую. Или нет? Нет, я в свои куклы ничего не кладу. Они у меня состоят из проволоки, из синтепона, из материалов из глины. Все серьезно, ничего там нету. Ни сердечка, ни мешочка, ни пожелания. Ничего нету. Так что не знаю, даже нужно ли это, кстати говоря. Не каждому может понравиться, кстати говоря. Можно ассоциировать с какими-то другими куклами, там, но я бы не хотела таких ассоциаций, поэтому мои куклы состоят из пластика и ваты. Понятно. И проволоки. Без таких легкомысленностей. Да. Вся легкомысленность сверху, внутри все серьезно. Точно, это так, это верно. Вот. Елена, как вы оцениваете в целом мир кукол в иерархии современных видов искусств? То есть вот где мы находимся сейчас? Потому что очень часто я сейчас, ну не то, что очень часто, я это постоянно слышу, что куклы, что это не искусство все еще, то есть как бы общепринято не искусство. То есть мы все как мантру произносим искусство кукол. Все, кто делают выставки, это искусство кукол. Но в общем,
общественность, критики, искусствоведы нас не замечают. Мы для них handmade. Вот как вы видите, как вы оцениваете вот нас в этой иерархии и возможный какой-то потенциал, или его нет, или вот движение, потому что вы занимаетесь этим 18 лет. То есть, ну, наверняка вы какую-то тенденцию вы смогли увидеть за это время, отследить. Ну да, конечно. Смотрите, кукол все-таки, я так думаю, и так считаю, и уверена, что кукол выведут на уровень, кукла как искусство, да, она выйдет на этот уровень, может быть, для нее еще немножечко нужно времени. Куклы-то они разные. Есть куклы игровые, есть шарнирные, есть как кукла-скульптура, да, вот они разные. Получается, нужно выводить-то на уровень искусства определенный вид куклы, да, не ту же сувенирку, понимаете, сувенирку не вывести. Поэтому кукол можно разделить на вот эти вот градации. И кукла как искусство, это к этому может относиться кукла как арт-объект. Кукла как арт-объект. Она не игровая совершенно, она приближается уже к скульптуре. Но эта кукла имеет... Почему она куклой-то называется? Потому что у нее есть текстиль. Правильно же, да? То есть скульптурой не назовешь ее полностью. И куклой вроде бы как тоже нельзя назвать тот арт-объект, который стационарный, с которым невозможно играть, который просто стоит как украшение дома, как декор, да, или дома, или в галерее, в музее. Вот тогда она уже считается арт-объектом. Но почему-то ее как искусство критики еще не воспринимают в полной мере. Но мы продвигаемся. А почему? Почему? А вот почему? Не знаю почему. Потому что она не является стандартной, да, на стандартный набор. Это живопись, это скульптура, да, что такое искусство. Хотя вот кино же назвали искусством в конце концов. Я так думаю, что и куклу назовут в конце концов искусством. Может быть, потому что идет смешанное, вот я же говорю, что есть вот игровая кукла, или кукла просто вот нам привычно слышать, что кукла это игровая. Когда говоришь незнающему человеку, что я занимаюсь куклой, ну, он сразу видит вас, ну, вот правильно вы сказали, хендмейщика, который делает маленьких вот этих кукол, с которыми пеленать, играть, понимаете? То есть восприятие самого слова кукла еще у людей не сформировалось в искусство. Ну, надо над этим работать. То есть вы считаете, что это потому что из-за самого названия, из-за того, что это кукла, автоматически воспринимаем как нечто, как игрушку? Думаю, что да. Думаю, что да. Потому что вот не называете, вы же не называете, вот пришли на выставку, не называете арт-объектом. Большинство в своей массе называют куклой. Даже если это какой-то стоит арт-объект из дерева. Из металла, из какой-то глины. Но на нем висит, на этом арт-объекте висит тряпочка, и это уже кукла. Понимаете? То есть мне так кажется, это такое мое мнение. Вот смотрите, вы же живопись, скульптуру из камня, из металла, скульптуру не называют же не искусством. Почему она всегда искусство? Понимаете, само слово, мне так кажется. Кукла, само слово формирует в человеке в любом ассоциацию с игровой вещью какой-то. Понимаете? А надо ли вообще вот это вот все вот нам? Должны ли мы стремиться туда? Или, в принципе, вот в том месте, где мы находимся, и нормально? Или все-таки надо выводить... Зачем выводить куклу на уровень искусства? Все-таки надо ее выводить на уровень искусства для того, чтобы для этих кукол сформировалась отдельная ниша, отдельные галереи, может быть, музеи, понимаете? То есть, или вот проводя выставки
большие, огромные выставки в галереях, чтобы кукла вместе с картинами и скульптурами сочеталась все в одной композиции. И тогда будут воспринимать ее уже тоже как искусством. Надо формировать мнение и идти этим путем, как кукла, делать из куклы искусство. Да. Ну, из определенного вида, конечно, не из всех. А что, по-вашему, какая кукла искусство, как вот разделить? Опять же, очень часто вот в выставках, да, искусство куклы, но критичным взглядом посмотреть и понимаешь, что, 90% это не искусство из представленного, да, то есть, что это, даже, совсем даже не искусство. Как оценить, где искусство, а где нет? Где искусство, где нет. Это очень сложный вопрос, потому что там и грани-то нету такой вот резкой грани, да, вот невозможно. Где эти стандарты? Какие стандарты мы можем применить для того, чтобы вот как-то определить? Ну, вот я так думаю, что, да, вот это чисто мое мнение. Автор должен обладать знаниями композиции, цветотипов, то есть он воспринимать должен цвет, композицию, должны быть технические навыки, то есть работа должна быть в первую очередь сделана, конечно, качественно. Ну, то есть это не вот прямо вот искусство, но качество в этой кукле должно быть обязательно, да, на первое место. Потом мы смотрим на эту работу, я же говорю, как вот с композиционной точки зрения, да, какую композицию кукла имеет, какую цветовую гамму имеет, и что несет эта кукла. То есть искусство – это же идея, да, что хотел показать автор в этой своей работе. Несет ли он какую-то идею, да, в этой своей работе, или все же эта кукла просто как декор. Вот опять-таки, то есть вот грань, получается, искусство, может быть, это идея какая-то, которую художник хочет показать, да, через куклу. Может быть так, но не каждый художник ставит себе задачи показывать через кукол вот какую-то свою, я же говорю, вот свой взгляд, свою идею, понимаете? То есть не каждый хочет. Ну, а если цель такая поставлена, то да. То есть вот основная мысль – это идея в кукле. Понимаете, что хотел показать художник своей работой, что он хочет сказать зрителю своей работы, подсказать, закричать, может быть, кричать. Ну, да. И в то же время, насколько мастерски это вся эта идея выполнена, правильно? Да, мастерство – это одно из первых задач, да, главное, мне кажется, мастерство – это главное. Ну и художественный взгляд, конечно, художественный вид, художественный взгляд, мастерство – вот это вот обязательно. А как можно развить вот этот художественный взгляд в себе? Допустим, если у художника начинающий художник по куклам, да, назовем его художник, не имеет художественного образования, то есть у него нет навыков, да, то есть если, допустим, анатомия, это понятно, да, то есть можно пойти там на курсы там, по скульптуре, по анатомии, по композиции, там, по цвету, что-то. Как развить художественный взгляд? Как вот это вот, что нужно делать? Да, не у каждого мастера, конечно, есть художественное образование, но я знаю очень много мастеров, талантливых, суперизвестных, которые без художественного образования, но они в себе это, возможно, развили, потому что, может быть, возможно, они занимались, рисовали, ходили на мастер-классы, на какие-то курсы, но надо просто учиться постоянно, так же, как и мы сами, художники-авторы, учимся постоянно, но всегда надо учиться, только учиться, это других вариантов нету. Тут получается брать какие-то уроки, может быть, онлайн, или ходить в какую-то школу, по композиции обязательно, по цветоведению обязательно, то есть это так вот. И по скульптуре, вот получается 3 вещи, которые нужно знать
начинающим это цветоведение, это композиция и скульптура обязательно. А потом уже все остальное это уже опыт и технические, и техника. Вот так вот набирается. Вот, дорогие зрители, вот вам еще одна галочка с этого интервью, которую вы просто зафиксируйте, пожалуйста, себе, потому что это правда, это важно. Да. Елен, творческий лайфхак на прощание. Вот смотрите, вот в тему получилось, да? Если какие-то есть вопросы по цветоведению, да, то можно пойти в красочный магазин, где продаются краски обычные для ремонта, и там взять вот такие раскладочки есть, знаете, картоночки цветовые. Вот есть цветовые картоночки, эти взять картоночки, цветовые раскладки, и с этой раскладкой ходить в магазин ткани и подбирать цветовую гамму, смотря на вот эту подсказку. То есть вот это такая помощь небольшая. Если какие-то сомнения есть, подобрать ткани, текстиль для куклы в контрастной гамме, в смежной пастельной гамме, чтобы это была кукла гармоничная. Вот такая небольшая подсказочка. Дальше, значит, у меня много работ таких вот, у которых есть такие тонкие ножки, и у кукол, вот у стационарных кукол тонкие ножки, да, на которые тонкие ноги, которые ставятся на подставку. И чтобы эти тонкие ноги не сломались после самоотвердевающего пластика, да, то есть вот чем я пользуюсь, я первый слой на проволоку наношу первый слой папье-маше. То есть вот чтобы закрепить вот у этой например, у этой лошадки игрушечные ноги тоненькие, они совсем тоненькие, я накладываю первый слой папье-маше, вот мне так нравится, а потом уже... Или который вот лепной, вот который вот из бумаги, который мы наслаиваем, или как? Да, нет, лепной, вот папье-маше я делаю сама из клея, туалетной белой бумаги, белой, ну и там добавки, да, вон там много добавок. Это масса получается, такая очень эластичная, приятная масса, которая также хорошо накладывается на скульптуру. Это первый слой. Это папье-маше очень прочное, долговечное, и, по крайней мере, такие тоненькие ножки не сломаются. А потом уже я делаю скульптуру дальше. Ноги у кукол, у стационарных кукол, которые крепятся на подставку, я тоже делаю первый слой из папье-маше, для того, чтобы там не сломалась нога в щиколотке, в коленке, потому что кукла под своим весом, она стационарная, которая около 50 сантиметров. Там нужно ноги закреплять, вот тоже так вот я использую. Можно даже, кстати говоря, использовать папье-маше первый слой для пальцев, для ручек, у таких более-менее крупных кукол. Там вот у этой куклы Пиноккио, у него тоже первый слой папье-маше на проволочной основе. Здесь руки, пальчики на проволочной основе. И первый слой папье-маше, а дальше идет уже самоотвердевающее ладо, глина. И эти ручки настолько прочные, я вот уверена в них, что эти пальчики уже не сломаются. Вот это такой вот небольшой секрет, что первый слой это... А вы можете поделиться рецептом папье-маше, который вы делаете? Потому что этих рецептов миллион. Буквально вчера я проводила эксперимент, я сама намешала папье-маше, и это было ужасно. Я благополучно выкинула, потому что я понимаю, что что-то не то я намешала, или не тот рецепт не попался. Рецептов, да, много из папье-маше есть, вот из яичных вот этих вот коробочек, да, но это темное папье-маше, оно имеет потом свою такую фактуру. Я из такого папье-маше, из яичных коробок, да, вот этих картонных, я делаю вазы. Они такие интересные получаются, фактурные, красивые, стильные. А для кукол я использую другой состав. Белая туалетная бумага, белая для того, чтобы масса была белая, конечно. Дальше добавляю клей ПВА, белый клей, да, строительный густой. Пропорции сейчас я точно не скажу. Дальше я беру масло Johnson Baby.
масло, но не подсолнечное. Подсолнечное не нужно, потому что может появиться плесень. Вот Johnson Baby. И беру мыло какое-то жидкое, тоже в эту массу. И крахмал. Крахмал обязательно в эту массу. Можно немножечко муки добавить. Все. Вот это все смешиваем. Но туалетную бумагу нарывать нужно тоненькими-тоненькими маленькими кусочками. Постепенно мы все это с клеем перемешиваем с этим составом всем. И добавляем эту туалетную бумагу, сколько возьмет уже вот это вот клей, да? Ну, клея примерно 200 грамм, там, не помню. Не помню я вот точно вот этих вот, сколько там ложечек надо, там, получается, крахмала на 200 грамм клея примерно 1 ложка крахмала, вот так вот, да. Масло Johnson Baby тоже 1 чайная ложка, вот такие пропорции, то есть небольшие. Это получается небольшой такой кусочек, которого хватает на маленькую игрушку. И хранится этот клей, папье-маше прекрасно в закрытой коробочке, закрытой стеклянной или пластмассовой коробке, без холодильника. Вот так. Ну, я делаю всегда немножечко, небольшую порцию, для того, чтобы сразу использовать. Ну, папье-маше в последнее время я очень часто использую для того, чтобы работы были прочнее. Ну, а если я беру вот такое объемное фактурное из яичной, то делаю аксессуары тоже для тех же кукол. Аксессуары, да. Вот. А еще какой-то такой небольшой, не мастер-класс, такой совет. Вот я когда делаю куклу, роспись лица, а я оставляю на последний этап, на самый последний. То есть когда уже кукла одета, полностью в костюме, с прической, роспись лица идет в самую последнюю очередь. Для того, чтобы лицо не выпадало, а по цвету, по тону совпадало с этой всей одеждой. Понимаете? То есть, если одежда в холодной гамме, то и лицо должно быть в такой же холодной гамме. Если одежда в яркой, красной, желтой, там теплой гамме, горячей такой теплой гамме, то и лицо тогда уже получается, мы расписываем, как вот рыженькая девочка, да, в теплой гамме. Это обязательно, потому что если сшить костюм к тому лицу, которое уже есть, может не совпасть цветовая гамма. Да, то есть лицо выпадет полностью. Вот оно будет, костюм будет как не свой. Понимаете, вот это. Но глаза, не роспись глаз, а просто глазки я рисую в самом начале этапа. На самом начале. Почему? Для того, чтобы она на меня уже смотрела, чтобы она со мной уже разговаривала, чтобы она смотрела. А роспись, губы, вот этот макияж, да, это в самом конце работы, уже после костюма готового. Вот все. Очень интересно. Дорогие друзья, сейчас самое время поставить лайк и подписаться, если еще не. Оставляйте также комментарии под этим видео, кого вы хотели бы увидеть, может быть, какие-то вопросы, которые хотели бы вы обсудить, и я постараюсь это сделать для вас. Спасибо. Как выставка? Выставка была шикарная, такие были работы хорошие. Прямо авторы приезжали такие замечательные. Авторы роскошные. Роскошные. Да, именно. То есть там уровень галереи был, и все это отмечали, что не ожидали, потому что, конечно, ожидали что-то попроще, ожидали такой вот маркет, знаете, вот как-то, который вот, то есть там без всяких... без изысков, без особых, без претензий. Да. Поскольку я же ориентировалась на другое, то есть мне интересно именно искусство продвигать, а не просто, чтобы там, кто хотел. Нет. Да. Я очень многим отказала в участии, потому что именно из-за того, что мне хотелось все-таки собрать уровень мастеров очень достойный. Да. Шикарно. Да. И вот приходили посетители, вот одна, помню, одна испанка прибежала, и она говорит, я вот только сейчас, я вот живу в Мадриде, я вот и вдруг я вижу эту рекламу, и она говорит, вот, ты посмотри, она мне показывает свою руку, у нее волосы дыбом стоят, говорит, ты посмотри, говорит, у меня волосы дыбом, она прибежала. И причем, да, по счастливой случайности она где-то и жила рядом, и она вот прилетела вот сразу же.
конечно, она вот с такими вот глазами, и круто. Очень хорошие продажи, причем продажи не, не мелочи вот этой вот, хотя мелочи покупали, я говорю, мелочи я просто не смотрела, что они там покупали. Ну да, сувенирка. Смешно там смотреть. А дорогих кукол, то есть вот дорогих кукол. Да. Но потому что я ориентировалась на выставку с дорогими куклами, с высоким классом, и продажи были соответственные. То есть я привлекала тех, кто может сделать покупку такую дорогую. Я отсеивала, знаете, так, я не знаю, знаете, знакомо вам это слово пылесос? То есть вот этот пылесос... Ну да. Люди пустые, не покупатели, а пустые посетители, которые приходят, они только засоряют пространство. При этом они дают возможность приблизить, фактически они блокируют, то есть потенциально покупателя своим тем корпусом, потому что они, как правило, очень активные. Они гораздо активнее, чем коллекционеры. Да. И очень часто коллекционеры, они, особенно если пылесосов много, они не могут даже приблизиться, они даже не знают, что там стоит. Боже. Да. А вот, знаете, вы провели, получается, вот эту первая, получается, смотрите, выставка, она на высоком уровне, показала, что это не ярмарка, и, значит, на следующую выставку придут к вам еще люди, еще с большим интересом. Да. А там уже можно и сувенирочку где-то пропустить, понимаете? Знаете, сувенирочка она была. То есть у каждого, что я всегда рекомендую делать мастерам, да, потому что, понятно же, дорогая кукла, не факт, что даже если будут неправильно сказала, коллекционер, который теоретически физически может позволить себе купить вашу куклу, но не факт, что он ее купит. Ну да. Что, возможно, он купит что-то другое, да, или или еще что-то, или в этот момент у него там вот не сложится, либо там ваша работа конкретно в его коллекцию не вписывается. Это же тоже такое. Ну да, всегда. Тогда. То есть для того, чтобы себя немножечко как-то обезопасить в этом плане, да, не в ноль, нужно делать маленькие какие-то вот для того, чтобы, потому что это всегда продается очень хорошо. То есть сувениры все делают. Я смотрю, что вот мало кто. Вот вот Имана Родицкая, она приехала без сувенирки, не знаю, делает она ее или не делает вообще. Просто у нее только вот... у нее елочные игрушки, я не знаю, сувенирка, это не сувенирка, как считается. Елочная. В этот раз у нее не было, да, там у Насти Яновской тоже не было, но Настя продала свою куклу. Вот. А там я смотрю, что вот у кого есть вот небольшие, вот Оля Сукач, у нее там небольшие, там у нее там, я сама не удержалась, купила кролики, у нее вот это вот все у нее прям, она, потому что она продала там свою крупную куклу, да, то есть, еще мелочь, она вот практически все ушла. Вот, то есть, вот как-то вот так вот это все, да, и что надо делать? Надо делать, вот я собиралась записать видео как раз, знаете, потом как правильно продавать, как правильно подавать себя, потому что я насмотрелась на то, как ведут себя мастера на выставке, и я вижу, столько ошибок люди делают. Вот, нужно какое-то видео, снять. И просто они часто просто не дают. Ты когда не видишь себя со стороны, себя не можешь анализировать, да, то часто ты совершаешь такие ошибки. То есть я это вижу. Я вижу, что человек в продаже не будет. То есть, хорошая тема. Тема хорошая. Вот я вижу работа. Да, то есть я понимаю, что я ее могу продать, да, мастера, да. Есть коллекционер, я понимаю, что вот этот коллекционер может купить эту работу, но посередине стоит мастер, который ведет себя неправильно, и вот он себя ведет. Я понимаю, черт возьми, что ж ты так себя ведешь? Что ты делаешь? Почему ты мне не помогаешь? То есть я стараюсь продать твою работу, а ты мне не помогаешь. Я думаю, все, надо записывать видео, потому что надо, может быть, понятно, что не на всех это ляжет, может, послушать, да, но как-то для того надо же работу над собой вести, чтобы вести себя соответственно. Не знаю. Надеюсь, такое видео еще никто не снимал. Кстати говоря, столько много тем, которые можно поднять для кукольников.
Понимаете? Вот только снимать и снимать. Время только нужно. Да, да. И вот, учитывая, что вот я сейчас свободный эльф, я закрыла свой, я наконец, почему у меня Магазин. такая пауза была, я закрыла этот дурацкий магазин, который на меня просто отнимал все мои физические силы, вообще все мое время, а теперь я могу заниматься именно тем, чем мне хочется, я могу заниматься развитием канала, я могу заниматься выставкой, вот, и поэтому вот теперь я это и буду делать с полным погружением. Да, да. Тем более, Выставки. да. А следующая выставка аж в 27 декабре? Да, то есть как бы я решила, что все-таки я сделаю это в начале декабря, потому что, то есть это будет пред Рождеством, потому что перед Рождеством понятно, что люди очень много тратят денег на подарки. Да, ну, да, есть такое дело. И это очень хорошая возможность. Плюс те, кто делают всякие украшения на елку, потому что это хорошая возможность мастерам сделать вот эти все дополнительно к крупным куклам, сделать вот этой всякой вот ерунды, которая тоже будет замечательно продаваться. Да, да, вот эти игрушки. И плюс я традиционно делала Муникарт как-то летней выставкой, позиционировала ее летней выставкой, она все время приходила летом, а потом думаю, а какого черта летом? Ну почему же я вот не делаю вот перед Рождеством? Попробую-ка я первый раз сделать перед Рождеством. И потому что в этом Рождество, понятно, что я уже не успею сделать, потому что я полгода слишком мало для того, чтобы сделать это хорошо, а я люблю делать... И для авторов, и для организаторов. Да. Вот. И поэтому, ну вот, на следующий год. И она будет, конечно, кураторская, то есть она будет полностью кураторская, то есть я не буду туда допускать вообще, как бы, если и раньше это отсеивала, то есть теперь это будет, то есть я выбираю кто, и у нее будет тема за кулисами, то есть все посвященное театру, все о театре, то есть она будет вот очень такая вот специализированная. То есть я потихонечку, у меня уже мастера регистрируются, я кого-то не беру. То есть вот, но я думаю, что думаю, месяца за 2 я планирую как бы закрыть набор участников и все, и забыть. То есть так, в спокойном таком режиме. Да, да. Вот. Супер идея. Буду рада вас